Всем привет! Сейчас мы вышли из дома, так как нам нужно поехать в больницу. У нас папа заболел, и это у нас будет уже третий поход в больницу. Для начала я хочу вам показать, как мы первый раз поехали. Первый раз мы поехали в больницу в выходной день, в воскресенье ночью. Вот здесь вот люди стоят, ожидают. Если у вас имеется температура, то заполняете все бланки, и вас отправляют совсем в другое помещение, вот сюда. И здесь находится зал, вернее, комната ожидания. Вот сюда направляют, и вот здесь ожидаете. Мы уже подъехали, мы уже стоим возле больницы, народу с понедельника уже много. Так что мы стоим перед парковкой, еще не заехали. Смотрите, как вы заезжаете на парковку, здесь, соответственно, направление дают и встречают как. То есть вы сами сюда на парковку заехать не сможете. У вас возьмут все ваши данные, и вам придется машину оставить вон возле автобуса. Дальше они паркуют машину сами. Вот так вот вас встречает. Вот здесь нам придется машину оставить, заполнить все данные свои. И ключи мы отдаем им. И дальше парковку, соответственно, делают они сами. Вот видите, как заполняют. Все анализы сдали. Сдали анализы на диабет. Сдали анализы на почки. Сделали нам компьютерную томографию. Также сделали рентген. Первый раз мы приехали в больницу, это у нас был выходной день, воскресенье, ночью. У папы сильно стала болеть спина в области почек, также его лихорадило и повысилась температура высокая. Мы поехали в близлежащую больницу, и нас направили в другую больницу, которая находится в другом городе, разнопрофильную. Так как не было специалистов в той больнице, сказали, мы не можем вас принять, потому что нет специалиста, вам нужно будет ехать в другую больницу. Приехав сюда, нас в больницу сразу не пустили, то есть к нашей машине сразу подошли и сказали, по какому поводу вы сюда приехали. Потом попросили нас подождать возле входа в больницу и заполнить бланки. Затем измерили температуру. Так как у папы была высокая температура, нас направили отдельно в другое помещение, отдельно от всех, так как есть риск того, что есть коронавирус, поэтому попросили пройти в другое помещение. Мы прождали там где-то около часа, и мы сделали все анализы. Так как у папы была высокая температура, у него брали анализ на коронавирус. Сказали, что все в порядке, просто прописали обезболивающие таблетки. Потом мы поехали домой. Папе стало немного легче, но всего лишь до 5 часов утра. В 5 часов утра вновь возобновились боли, вновь поднялась температура. И с утра к нам родители позвонили. Нам срочно пришлось ехать обратно в больницу. Прием пациентов в больницу проходила точно в таком же порядке, как и ночью. Я вам тоже покажу это в видео. Мы стоим обратно, вот приехали в больницу. Хочу показать вам, как здесь людей принимают. Так как папа у нас не понимает корейский язык, ему нужна была помощь, и нам разрешили зайти вместе, но для этого попросили, чтобы я надела специальную одежду. Я тоже вставлю видео, вы увидите, в какой одежде я заходила. Мне выдали спецодежду, которую я должна была на себя надеть. Также мне выдали резиновые перчатки в обязательном порядке. Но я хочу сказать, что у меня глаза были не защищены, мне не давали никаких очков. Когда я зашла туда внутрь, я увидела, что весь медперсонал был полностью одет в спецодежду, и глаза у них тоже были защищены специальными очками.
Врач нас принял и сказал, что у нас действительно проблемы с почками. И еще раз проверили температуру, и у него температура была, у папы температура была в норме, поэтому нам он выписал бумагу, то, что мы можем пройти внутрь без каких-либо проблем, потому что у нас не было симптомов на COVID-19, это коронавирус, поэтому нам можно было зайти напрямую в больницу. Такой вот стик клеют. Сейчас у нас уже обеденное время, мы пришли покушать, и нам принесли бибимбап и солонтан. Сейчас я вам покажу. Эта столовая находится при больнице на -1 этаже. Так вот выглядит бибимбап. Так вот выглядит солонтан. Мы уже пообедали, пришли, ждем анализа на диабет. Хотим узнать, нам сказали подождать 3 часа, осталось минут 30 ждать. Как огласят результаты, нам должны выписать лекарства. И я вам расскажу, что сколько стоит и какие лекарства нам выписали. Мы уже получили анализы, и у нас не очень хорошие новости. У него действительно диабет и камень в почках. В следующем видео я вам расскажу подробнее, сколько мы заплатили за анализы и процедуры.